Всем привет! На связи Фанги Студио. На всех парах к нам мчится Новый год, поэтому сегодня мы порисуем вот такого бородатого гнома, а точнее подарим ему пышную бороду и поговорим о некоторых важных моментах и типичных ошибках при ее рисовании. Поэтому поехали! Какие трудности мы чаще всего испытываем при рисовании вот подобных вот вещей? У новичков часто встречается следующая ситуация. По идее, здесь есть разбивка на отдельные пряди, соблюдена текстура и присутствует некое разнообразие оттенков. Но в целом выглядит достаточно неестественно. Давайте разбираться, где здесь проблемы и как это можно улучшить. Первая основная проблема – это проблема общего объема. Все имеет объем, и это как раз таки то, что часто ускользает из внимания. Да, волосы, по идее, плоские сами по себе, если мы возьмем отдельную прядку, хотя об этом мы еще поговорим дальше. Но с точки зрения отрисовки, они объединяются в массы или в объемы. Поэтому начинаем исправлять эту ситуацию с того, что воспринимаем бороду как один большой объем со своей светотенью. Чтобы облегчить себе задачу, полезно для наглядности определить, к какой форме тяготеет базовый объем. То есть фактически превратить объем бороды в некий примитив. Здесь мы игнорируем абсолютно все детали, мы пытаемся добраться именно до базы. В нашем случае форма сводится к чему-то вроде видоизмененного конуса. И вообще совет, какой бы простой предмет вы бы не отрисовывали, обязательно делайте сквозное построение через примитивы. Так намного проще понимать объемы и, соответственно, правильно распределять светотень. Окей, мы определились, и теперь накидываем самую общую базовую светотень. И чем дальше, тем больше мы будем ее уточнять. Заодно зададим себе основные оттенки. В нашем случае борода белая, но обратите внимание, что я нигде не использую чисто белый оттенок и не использую серый для теней. Белый почти всегда приобретает тот или иной оттенок в зависимости от окружения. В данном случае у нас теплый свет, поэтому на свету белый приобретает светло-желтые, светло-оранжевые оттенки. А тень уходит в холодные фиолетовые, так как я определила фон и вторичный свет в фиолетовых оттенках. Заложив базу, начинаем ее уточнять. Все-таки на ней присутствуют различные переломы формы, поэтому я переключаюсь на жесткую кисть и начинаю отделять самые крупные элементы. Фактически перехожу к следующему этапу, где мы начинаем прорабатывать прядки. Если мы снова смотрим на изначальную версию, то увидим, что пучки расположены хаотично, то есть нету правильной архитектуры бороды. Борода имеет четкую структуру и растет по определенным правилам. Говоря проще, она растет не отовсюду по объему, а из конкретных мест, то есть это верхняя губа, откуда растут усы, подбородок и щеки. То есть это так называемые точки роста. Если обозначать стрелочками, то это выглядит примерно так. Но здесь мы снова возвращаемся к тому, что борода – это объем. Соответственно, линии роста прядей должны следовать линиям объема. Если сложно, мы можем вернуть базовую сетку и проводить себе вспомогательные линии соответственно этой сетке. И еще здесь одна важная деталь – это то, что сами по себе пучки волос тоже имеют свой объем. Соответственно, у каждого из них будет своя светотень. Мы начинаем дробить общий объем бороды на куски поменьше, учитывая правила роста. Фактически у нас получается большой объем усов, которые в нашем случае представляют из себя такой длинный цилиндр, участок из подбородка, который можно будет разделить на несколько крупных частей, и задняя часть, которую можно оставить практически монолитной, поскольку она уходит в зону списания, где детали нам не важны. Вообще в целом нам не обязательно отрисовывать каждый пучок, чтобы мы воспринимали бороду как бороду. Поэтому через перо я делаю маску для отделения объема усов. И, собственно, начинаем создавать им и другим частям бороды собственную светотень. Главный подводный камень при работе с прядками – это то, что их собственная светотень должна подчиняться общей светотени бороды. В противном случае мы получим несвязанные между собой куски. То есть мы не можем позволить себе ситуацию, когда каждая отдельная прядка имеет свой источник освещения. Мягкой кистью, используя ближайшие к прорабатываемому участку цвета, создаю объем для усов и бороды. Постепенно, чтобы все не было одинаково мягким, переключаюсь на жесткую кисть и делаю переломы формы. Здесь я одновременно работаю с несколькими аспектами. Добавляю жесткости, усиливаю контрастность в тенях и продолжаю постепенно дробить формы, еще больше добавляя новые прядки. В частности, как мы говорили выше, бороде не помешает больше прядок, поэтому вперед. Обратите внимание, что 90% моего внимания здесь на передней части, то есть на усах и бороде. Заднюю часть я еще больше затемняю и увожу назад, чтобы передняя часть вышла вперед.
Отлично, мы почти закончили. Усы все еще выглядят пустовато, поэтому сейчас мы в полной мере можем заняться усилением детализации. Цветом тени тонкой кистью могу смело разбивать форму еще на несколько прядей. Можно это делать прежде всего от точек роста. Но слишком сильно увлекаться не стоит, опять же каждую мелкую прядку прорисовывать нет необходимости. Завершающим этапом добавляем блики на переломах формы. Здесь подойдет какой-нибудь режим осветления, в моем случае это Liner Light. Сосредотачиваю их на фокусной точке, то есть в верхней части бороды. Лишнее подтираю мягким ластиком. Ну и в качестве финализации можно добавить несколько отдельных торчащих волосков и при необходимости поправить форму кончиков на более натуральную. И таким образом наш гном обзавелся намного более симпатичной и натуральной бородой. Поэтому спасибо за просмотр и увидимся в следующем туториале.